Всем привет! Добро пожаловать в новый мастер-класс. Как я и обещала вам, вяжем с вами сегодня вот такую черепашку, пончик поменьше размером. Большая черепашка у меня есть мастер-класс на канале. Сегодня будем вязать вот такую малышку. Нам понадобится основной цвет пряжи. Здесь у меня он бежевый. В этой черепашке я буду использовать белый. Там уже фантазируйте. Решайте сами. Дальше цвет пончика нам понадобится. Что еще? Из ниточек еще нам понадобится пару клубочков, чтобы сделать посыпочку разноцветных. Можете остаточки свои пускать на посыпочку. Можете без посыпочки делать. Дальше нам понадобятся глазки 12 миллиметров. Крючок 4, маркер и еще кучка маркеров. Я не знаю, сколько нам, наверное, штук 10 понадобится. Точно. Ну и холофайбер наполнитель. Так, у меня тут уже пару деталек связано. Связаны две маленькие ласты. Передние и одна большая задняя. Начнем вязать с ласт. Так, сейчас. Это я сбегала, взвесила, чтобы сказать вам в конце, сколько пряжи по граммам уйдет на нее, потому что, в принципе, я, как видите, извязываю остаточки, клубочки. У меня их 2. Так. Вяжем ласты. В кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли. 1, 2. В первую петлю вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше второй ряд вяжем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Столбик без накида, 1 прибавка, 2, столбик без накида, 3 прибавка, столбик без накида, 4, 5, столбик без накида, 6 прибавка. Так, провязали третий ряд. Смотрите, на этом этапе мы заканчиваем маленькие ласты. Складываем пополам и обвязываем столбиками без накида. Это получится у нас 2 маленькие передние ласты. Дальше для больших ласт вяжем еще 1 ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, 1 прибавка. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6.
Маленькие ножнички надо взять. Все, складываем пополам. И обвязываем столбиками без накида. За обе стороны ласты. Такая, как пельмешка получается. Ничем ее не наполняем. Последний соединительный столбик. И оставляем ниточку подлиннее, чтобы пришивать ласту. Все. Ласты наши готовы. Сейчас я маленькие ножнички возьму. Вяжем голову. Кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка 6 столбиков без накида. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Раз. 2. 3. 4. 5. Прибавка. И 6. Прибавка. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз. Прибавка. 2. Прибавка. 3. Прибавка. 4. Прибавка. 5. Прибавка. 6. Прибавка. Дальше 4-й ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз. 2. Первая прибавка. 2. Вторая. Раз. 2. Третья. Раз. 2. Четвертая. Раз. 2. Пятая. Раз. 2. Шестая. У нас получилось в работе 24 столбика без накида. Теперь нам нужно 5-7 ряд, 3 ряда провязать без изменений по 24 столбика без накида. Провязали 3 ряда, 5-7 по 24 столбика без накида. Вяжем 8 ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка 6 раз. Первая убавка. Раз, 2. Вторая убавка. Раз, 2, третья. Раз, 2, четвертая. Раз, 2, пятая. Раз, 2, шестая убавка. Так, сейчас поставим глазки. Глазки мы будем ставить между 5-м и 6-м рядом. И между глазками у нас будет 8 петелек. Раз. Ну, тут уже с какой стороны считать не надо. Тут все одинаково. Просто считаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6,
Вот, вставляем между пятым и шестым 1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. В 9 вставляем второй глазик. Все. Сейчас я зафиксирую и вернусь к вам. Так, глазки вставили, вяжем 9 ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, 6 раз. Первая убавка, столбик без накида, вторая убавка, столбик без накида, третья, столбик без накида, четвертая, столбик без накида, пятая, столбик без накида, шестая. Наполняем голову холофайбером. Так. Наполнили. И вяжем последний ряд 6 убавок. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Соединительный столбик. Обрезаем, вытягиваем ниточку. В иголочку. И затягиваем наши оставшиеся отверстия. Завязываем узелок. Прячем ниточку. Так. Обрезаем ее. Так, вот такая пока голова у нас получилась. Где больше петелек между глазками, это низ, где меньше, это верх. Берем, сейчас я надену подлиннее ниточку, длинную иголку с белой ниточкой для того, чтобы сделать утяжку. Когда сделаем утяжку, уже будет такая красивая мордашка. Так, смотрите, вот здесь сзади, где мы только что закрывали, вводим иголочку, выводим возле глазика. И вот здесь вот сверху, но тоже стараемся максимально близко к глазу. Выводим рядышком. Обрезаем. Затягиваем. И завязываем. Тут у нас останутся кончики, мы можем их спрятать, можем их не прятать. Здесь все равно будет голова пришиваться. Вот один глазик у нас утянут к панцирю, к телу. То же самое делаем со вторым. Вводим здесь. И потом чуть-чуть наискосочек, вот так вот, максимально близко к глазику. Тоже обрезаем. Затягиваем, завязываем. Чтобы одинаково смотрим
было. Так, ну вот. Вот такая мордашка у нас получается. Можно спрятать вовнутрь, чтобы они не мешали, не болтались. Все. Потом еще сделаем ей розовые щечки. Так, все, нитку убираем с иголкой. Вяжем хвостик. Кольцо амигуруми или цепочка из 2 воздушных петелек. Набираем 6 столбиков без накида в кольцо или во вторую петлю от крючка. 3, 4, 5, 6. Второй ряд вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обрежу. Третий ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 2 раза. 1, 2, прибавка, 1, 2, вторая. Все, делаем соединительный столбик, ниточку подлиннее, пришивать нам хвостик надо будет. Все, хвостик готов. Теперь приступаем к самому интересному, к вязанию, формированию нашего пончика. Итак, начинаем вязать сам пончик. Набираем цепочку из 12 воздушных петель. Закрепили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Соединяем в круг. Можно соединительным столбиком, можете также начинать со столбиков без накида. Разницы не будет, если у вас получится ступенечка, она потом все равно спрячется, когда мы будем сшивать пончик. Вот, получается ступенечка. Она уберется потом. 1. Вяжем 12 столбиков без накида по кругу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так. 12. Провязали первый ряд, 12 столбиков без накида. Вяжем второй ряд, 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Первая прибавка, столбик без накида. Вторая прибавка, столбик без накида. Третья прибавка, столбик без накида. Четвертая, столбик без накида. Пятая, столбик без накида. Шестая.
Третий ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 2. Первая прибавка. Раз, 2. Вторая. Раз, 2. Третья. Раз, 2. Четвертая. Раз, 2. Пятая прибавка. Раз, 2. Шестая. Четвертый ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, 2, 3. Первая прибавка. Раз, 2, 3. Вторая. Раз, 2, 3. Третья. Раз, 2, 3. Четвертая. Раз, 2, 3. Пятая. Раз, 2, 3. Шестая. Дальше пятый ряд вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Дальше 4 столбика без накида, прибавка, 6 раз. Раз, 2, 3, 4. Ой, 5 раз. Первая прибавка. Раз, 2, 3, 4. Вторая. Раз, 2, 3, 4. Третья. Раз, 2, 3, 4. Четвертая. Раз, 2, 3, 4. Пятая. И 2 столбика без накида до конца ряда. Раз, 2. Вяжем 6-й ряд. 5 столбиков без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, 2, 3, 4, 5. Первая прибавка. Раз, 2, 3, 4, 5. Вторая прибавка. Раз, 2, 3, 4, 5. Третья прибавка. Раз, 2, 3, 4, 5. Четвертая. Раз, 2, 3, 4, 5. Пятая прибавка. Раз, 2, 3, 4, 5. Шестая. У нас получилось в работе 42 столбика без накида. Теперь нужно провязать 7-й ряд. 42 столбика без накида. Я провяжу за кадром, вы тоже провяжите самостоятельно. И я взвешу, скажу, сколько ушло на вот этот цветной панцирь наверх ниточки. Так, все, довязала я. 15 грамм ушло цвета вот этого голубого. Обрезаем ниточку. Берем основной цвет.
Вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Это место у нас для пришивания головы. Дальше мы будем вязать с вами за задние стенки и будем расставлять наши маркеры. Вяжем 2 столбика без накида за задние стенки. Раз, два. Ставим первый маркер. Дальше вяжем 3 столбика без накида. Раз, два, 3. Эти 3 столбика без накида в следующем ряду мы будем пропускать. Дальше вяжем 4 столбика без накида. Вяжем все за заднюю стеночку. Вяжем первый столбик. Ставим маркер. Второй. Третий. Четвертый. Ставим маркер. Такие плохие маркеры стали делать. Дальше вяжем 4 столбика без накида. Все за заднюю стеночку. Раз, два, 3, 4. Дальше вяжем 3 столбика без накида за заднюю стеночку. Первый. Ставим маркер. Второй. Третий. Ставим маркер. Дальше вяжем 4 столбика без накида за заднюю стеночку. Раз, два, 3, 4. Дальше 3 столбика без накида. Первый. Ставим маркер. Второй. Третий. Ставим маркер. Дальше 4 столбика без накида. Раз, два, 3, 4. Так, снова 4 столбика без накида. Раз. Ставим маркер. Два, 3, 4. Ставим маркер. Дальше 3 столбика без накида. Раз, два, 3. И у нас остается 2 столбика без накида. Провязываем первый. Все за заднюю стеночку. Тоже ставим маркер. И последняя петелька. Второй столбик без накида. Давайте мы вот эту смену цвета завяжем. Сейчас будем вывязывать наши отверстия для ласт. Последнюю петельку тоже наш маркер и хвостика. Вяжем уже за обе стеночки. Раз, два, 3,
4, 5, 6 петелек нашей головы. Дальше вяжем столбиков без накида. 1, столбик без накида. Маркер убираем. 2 столбик без накида. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вот у нас 1, 2, 3 пропущенных петельки. И в 4-ю, в которую мы вставляли маркер. Вот, видите, все, маркера нету. Что за маркеры? Кошмар. Вяжем 1, 2, 3. И 4-ю петельку тоже провязываем. Маркер снимаем. Без накида. 4. Дальше делаем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Здесь 4 пропускается. И вот мы ставили маркер в 5-ю. Маркер убираем. Вяжем 1, 2. Снова маркер. 3 столбик без накида. Снова 4 петли пропускаем. 4 воздушных петли делаем. 1, 2, 3, 4. Здесь 4 пропускаем. И снова для того, чтобы не считать, не высчитывать эти петельки, мы ставим маркеры. То есть можно просто вязать по маркерам. Пропускаем и вяжем по маркерам. Первый столбик без накида. 2. И все, тоже маркеру. Все. 3. Снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Снова здесь 4 петли пропуска. В 5-ю, где мы поставили маркер, столбик без накида. 1, 2, 3. И последнее 4. 3 воздушные петли. Здесь 3 петли пропускаем. И в 4-ю, где маркер, вяжем столбик без накида. 1. И последняя петелька. 2. Так, вот у нас получились такие отверстия. Сейчас мы провяжем самостоятельно. Ну, давайте начнем вместе. Может, вместе провяжем. Нам надо эти 42 столбика провязать по кругу, провязывая, естественно, и цепочки. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 петли по цепочке, 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше не забываем, не пропускаем первую. 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Потом 4 петли по воздушной цепочке. 2, 3, 4. Потом 3 столбика без накида уже по телу. Потом 4 столбика по цепочке. Не пропускаем, внимательно смотрим. 1, 2, 3, 4. Дальше снова 3 столбика без накида. Снова 4 по воздушным петелькам.
Раз. Два. Угу. Три. Не хочет. Четыре. Дальше 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. 3 по воздушным петлям. Раз, два, три. И 2 столбика без накида. Раз, два. Так. Дальше вяжем следующий ряд. 5 столбиков без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, два, три, 4, 5. Первая убавка. Раз, два, три, 4, 5. Вторая. Раз, два, три, 4, 5. Третья. Раз, два, три, 4, 5. Четвертая. Раз, два, три, 4, 5. Пятая. Раз, два, три, 4, 5. Шестая. Так, смотрите, на этом этапе я вам покажу на одной ласте. Остальное все пришью за кадром. Берем наши ласты. Хвостик то же самое. Вставляем ниточку, мы длинную оставляли, да. Вставляем в иголочку. Смотрим. Здесь наша голова. Значит, с одной, со второй стороны первые дырочки — это маленькие ласты. Вторые дырочки — это большие. И, естественно, здесь хвостик. Вставляем ниточку с иголкой в отверстие. Подтягиваем нашу ласту. Круглой частью должна смотреть ласта в сторону головы. Плоской вот этой в сторону хвостика. Вставляем ее в отверстие. Переворачиваем на эту сторону. Я чуть-чуть по ласте спускаюсь, чтобы не затягивать ее. И просто пришиваем за стеночки тела и через ласту. Пришиваем, завязываем узелок, отрезаем. Все. Первая ласта пришита. И так делаем со всеми ластами и с хвостиком тоже. Итак, смотрите, вот я все пришила. Мы, получается,
закончили голубым, провязали 42 столбика без накида. Потом в 8 ряду мы вязали за задние стеночки, маркеры расставляли. В 9 ряду мы провязали ряд, где мы вывязывали цепочки, да, 9. 10 ряд мы провязали 42 столбика без накида. Дальше мы провязали 11 ряд, 5 столбиков без накида, убавка 6 раз. Вяжем сейчас 12 ряд. Два столбика без накида. Раз, два, убавка. 4 столбика без накида, убавка 5 раз. Раз, два, три, 4. Первая убавка. Раз, два, три, 4. Вторая убавка. Раз, два, три, 4. Третья. Раз, два, три, 4. Четвертая. Раз, два, три, 4. Пятая. И 2 столбика без накида до конца ряда. Раз, два. Дальше 13 ряд вяжем 3 столбика без накида, убавка 6 раз. Раз, два, три. Убавка раз, раз, два, три. Убавка 2. Раз, два, три. Убавка 3. Раз, два, три. Убавка 4. Раз, два, три. Убавка 5. Раз, два, три. Убавка 6. 14 ряд вяжем 2 столбика без накида, убавка 6 раз. Раз, два. Первая убавка. Раз, два. Вторая. Раз, два. Третья. Раз, два. Четвертая. Раз, два. Пятая. Раз, два. Шестая. И последний ряд, 15 вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка 6 раз. Раз. Первая убавка. Столбик без накида. Вторая убавка. Столбик без накида. Третья. Столбик без накида. Четвертая. Столбик без накида. Пятая. Столбик без накида.
6. Все, соединительный столбик. И обрезаем ниточку. Так, все. Готов наш пончик. Ниточки эти прячем туда вовнутрь. Сейчас. Так, взвесила я основного цвета. Ушло примерно 35 грамм. Так, нам понадобится холофайбер. Нам понадобится ниточка с иголочкой. Как будем сшивать? Будем вводить. Вот, удобнее было бы, конечно, если бы была вот такая иголка, которая закругленная. У меня она была где-то потерялась, найти ее не могу. С этой стороны вводим, получается, потайным швом будем вводить. Выводим иголочку сюда. Так. На одном и том же расстоянии тоже точно так же вводим в петельки. Вот они как бы будут подворачиваться, так и сшиваться. Выводим иголочку обратно. Это неудобно, это долго. Снова сюда. Выводим назад. Можете, конечно, плюшевой пряжей, но не советую. Еще голову пришить. Ладно, а сшивать пончик лучше, конечно, плотной, хлопковой. Ну вот я джинсом сшиваю с этой стороны. Снова выходим на эту сторону и затягиваем. Она затягивается, и получается вот такой незаметный шовчик. Как бы потайным швом сшиваем. В одну сторону вошли, в другую. Пару раз туда-сюда не затягиваем. Вот, пока не затягиваю, видите, ниточки видны. Снова на эту сторону. Вот. А потом затягиваем. Все, и ниточки прячутся. И постепенно наполняем наш пончик холофайбером. Вот так сшили чуть-чуть, наполнили. Наполняйте хорошенько. Я набиваю, потом пальчиком двигаю в нужное мне место. Вот формируется уже пончик. Я думаю, что в принципе понятно. Сами
вы это сделаете, я за кадром дошью. Вот дойдете до этой части, потом просто завяжете и спрячете ниточку. Все, вот смотрите, дошила я до конца пончик, вывела сюда обе ниточки, завязываю их на узелок несколько раз, обрезаю и прячу. Все, пончик готов. Теперь нам нужно пришить голову. Я буду пришивать тоже хлопковой ниточкой. Вы можете пришить плюшевой, но для начала... Сейчас я еще где-то у меня есть. Но для начала так, я сделаю ввожу щечки, ввожу сзади и делаю пару стежочков и под соседний глазик вывожу. Оп. Точно так же. Раз. И вывожу сюда. Все, обрезаю. Завязываю. Можно прятать, можно не прятать. Это все равно сейчас будем пришивать. Все, чтобы не расползлось. Вот у нас место между петельками, где мы начинали вязать за заднюю стеночку. Вот 6 петелек. Сюда, в эту сторону мы... Я думаю, что вы тоже сами сможете пришить. Я вот так спицей. Упс. Извиняюсь. Креплю. И просто по кругу потихонечку перешиваю голову к телу. Смотрю, чтобы ровненько было. Пару стежков делаю, потом затягиваю. Вот. И так по кругу. Доходим до хвостика, также завязываем и прячем его. Так, вот я довязала, завязала на узелок, допришивала, точнее, и прячу. Все, вот такая черепашка у нас. Дальше это все откладываем. Нам еще чуть-чуть понадобится вот этой голубой пряжи, там буквально грамм 1. Мы берем наш крючок, берем наши петельки, которые у нас остались, когда мы провязывали за заднюю стеночку. Крепим ниточку и столбиками без накида, за вот эти вот они, петельки эти, они видны, за вот эти петельки по кругу делаем обвязку.
столбиками без накида. Оставляем, кстати, тут такой длинненький кончик, мы потом выведем и завяжем между собой два кончика. Провязываем до конца. Довязали, обрезаем, вытягиваем ниточку. Дальше что мы делаем? Находим где-то посерединке дырочку. У меня там кошачья война. Выводим один кончик в эту дырочку. И второй. Сейчас мы это все спрячем. Завязываем на узелок. Обрезаем. И прячем. Так. И осталось нам последний. Так, давайте. Уже нам понадобятся наши цветные моточки. Берем цветные наши ниточки, куда-нибудь вводим в иголочку, да, вставляем, вводим куда-нибудь на панцире и в рандомном порядке, куда попадет, делаем такие полосочки, типа посыпочки по кругу. Все, выходим в то отверстие, куда заходили, обрезаем, завязываем. Прячем. И так делаем со всеми цветами. Можете одним цветом сделать, можете несколькими. Такую посыпочку. Так, ну вот такая черепашка у меня получилась. Вот они обе. Надеюсь, у вас тоже все получится. Буду благодарна вашим лайкам, подпискам. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. И легких вам петелек!